Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет вас соблазнить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Какой кошмар вы пережили в своей жизни? Трэш, прям сразу начинается. Смотрите, в вашей жизни было довольно много обмана. Это была, знаете, такая ситуация, как удар ниже пояса. Ну, приблизительно так. Разрушение семьи, разрушение отношений именно из-за обмана, из-за предательства, да, здесь измена, именно от женщины, от любимой женщины. Здесь однозначный уход, причем осознанный уход. Вот вы уходили, я бы даже сказала, что расставались любя. Любя и ненавидя. Даже так еще может быть. Да, вот люблю и ненавижу. Женщина, которая повергла вас в шок, это ничего не сказать. Да, вот своим поведением, своим отношением, вот момент разрыва вы еще как-то вот оттягивали, да, вот пытались оттягивать, да, но вот был какой-то такой момент, то ли это поступок, то ли вы что-то узнали, вот было как, ну, контрольный в голову просто. Это стало последней вот вашей точкой кипения, последней точкой вашего терпения, когда вот вы решили уйти. После этого вы в чем-то даже, вот знаете, в своих каких-то эмоциях, в своих вообще в делах, поступках, вообще в жизни вы на какой-то период вы были замкнулись. Кто-то сейчас может находиться в этом состоянии. Замкнулись от всяких контактов, да, вам не хотелось никого, ничего. Здесь может быть ситуация, когда лежу и смотрю в одну точку. Здесь больно до такой степени, что душа болит, а сердце плачет. Еще раз повторяю, это было связано с обманом. У кого-то это сейчас проигрывается, свежие раны. У кого-то это уже как бы прошедший этап в вашей жизни. Вы, знаете, вот вы в принципе видели, что женщина эта холодна к вам была в каком-то смысле. Вот она холодна, эмоционально такой холодный человек, который... но не очень проявляет свои чувства, свою любовь. Да, вот вы видели, что она, может быть, даже не очень заботится о вас, но вы все равно вот ее как-то вот слепо любили. Это была ваша вот, ну, любовная любовь просто. А в ответ вы получали холод. Вот получали холод до такой степени, что, ну, вплоть до того, что могло быть, не хотелось домой идти. Вот лучше я где-то задержусь по работе, да. Лучше я где-то с друзьями там посижу в гараже. Лучше я лишний раз, даже в выходной, да, я под любым предлогом я улизну из дома. И неважно, там рыбалка, охота, либо же у кого-то там друзей потусуюсь, только бы не быть с этой холодной женщиной. Напишите, был у вас такой момент или нет? То есть вы в своей жизни, в принципе, вот натерпелись, что сейчас вам как-то особо и не до женщин. Вот не до женщин, потому что, еще раз говорю, с одной стороны, да, вот у вас не отболело, а с другой стороны хочется какого-то, пусть временного, но душевного покоя. Вот хочется. Хотя на самом деле вы человек очень любвеобильный. Вот вы, ну, такой глубоко чувственный, вы страстный, вы нуждаетесь именно в половинке, да, вот у нас и королева кубков выпала, и король кубков. Вы именно человек, который обязательно должен быть в паре. Но сейчас вот пришел тот момент, когда вам временно, осознанно, вам этой пары пока не хочется, потому что еще не отболело, потому что наелись вот этого всего, да, то, что произошло, всего вот этого негатива, вы наелись, поэтому хочется немного отдохнуть, передохнуть от этого. Так, что еще посмотрим? Вы, в принципе, человек самодостаточный. Вот если нужно, вы горы свернете, вы все сделаете, вы все достанете. Да? Даже если вы что-то сами не можете сделать, вы попросите, вы найдете мастеров, там, да, вы всегда решите любую проблему.
Но, знаете, вот эта ваша ситуация жизненная, она заставила вас быть более таким логичным, что ли, более рациональным. Чаще вы стали включать голову. Вы чаще стали обращать внимание именно на поступки людей. Вы вообще человек, вот король кубков, да, вы вообще руководствуетесь эмоциями по жизни. Вот эмоции, душа, сердце, такая искренность. Но после вот этого, что произошло в вашей жизни, вы стали чаще включать именно голову. Вот сердце у вас как будто на какой-то период отключается. Вы начинаете обдумывать, вы начинаете взвешивать. Это касается вообще всего. Стали более логичный, более продуманный. Это такая своего рода психологическая защита, что ли, да, чтобы перестраховаться, чтобы снова никуда не вляпаться, чтобы никто не обидел, не обманул и так далее. Так, личная жизнь здесь, конечно, даже не пахнет личной жизнью на данный момент. Я имею в виду серьезные отношения, потому что, здесь сердечко не готово ёкать абсолютно, не готово к новым отношениям. Понимаете, это когда вот головой понимаю, а ногами не пойду. Вот в таком плане. То есть я понимаю, да, может быть, что я и хочу с одной стороны, да, я задумываюсь о чем-то, о женщине, вот если бы. Но я не могу открыться вот в таком плане. Может быть, да, что некоторые и думают, что да, вот была бы женщина, где бы найти женщину. Но вы ничего не будете делать, потому что вы внутренне не готовы, вы не открыты к новым отношениям, отсюда и все проблемы. Давайте теперь смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад, да, кто же там вас хочет соблазнить. Потому что здесь о каком-то интиме, вот, допустим, здесь речь не идет. Здесь не идет именно вот про интим в отношениях, да, здесь может проигрываться, наоборот, длительное воздержание, здесь может проигрываться у некоторых такие романчики именно вот для здоровья, вот по-другому я не назову, когда уже вот из ушей просто пар идет, когда вот хочу, не могу, да, не совладаю, да, потому что далеко, извините, не каждый мужчина может тихо сам собою, да, там правой и левой рукой, извините за подробности, но все мы взрослые люди как бы. Поэтому некоторые мужчины вот, девочками по вызову, конечно же, пользуются. Но это абсолютно не та история, которая вам нужна и которую вы бы хотели. Это чисто вот реально называется для здоровья. Итак, смотрим, что же за соблазнительница сегодня пришла к нам на расклад. Ох, она тоже с такой израненной душой. Смотрите, у вас с ней, в принципе, судьба в чем-то похожа. У нее был период, когда тоже у нее была семья. Она настолько вот тяжело переживала тоже свою трагедию, вот семейную такую, разрыв семьи, что ей было не до кого и не до чего. Вот она сугубо ушла в работу. Вот работа эта стала ее спасением. Это женщина, которая более молодая, она помоложе, чем вы однозначно. Я не скажу, что она прям такая вся активная девочка-зажигалка, нет, абсолютно. Но в принципе она при деньгах. Она умеет зарабатывать, у нее есть то ли это накопление, может быть у нее там, я не знаю, наследство какое-то, но денежки у нее есть. Она вообще такая вот фартовая, ей как-то вот везет по жизни, единственное, что вот не повезло, вот, семья у нее разрушилась, причем очень так болезненно разрушилась. Она вот работает, знаете, она как-то работает в свое удовольствие, это может быть даже... я не знаю, может быть, у нее свой бизнес. Знаете, как сейчас модно, там ресницы, маникюры, вот эти все салоны, наращивание, вот эти все, да, которые сейчас модные. То есть она работает даже, может быть, сама на себя и в свое удовольствие. Еще за это и деньги получает, причем довольно неплохие деньги она получает. Женщина, которая, знаете, вот она вообще как-то живет не спеша. Вот она живет и не торопит события. Есть женщины, которые, знаете, вот они готовы жить здесь и сейчас, ей надо все быстро, все сразу, да, вот хочу мужчину, хочу то, хочу все. Это живет, очень так степенно. Может быть, потому что у нее темперамент такой, да, вот как-то
Ну, есть и хорошо, ну, нету, ну, что ж. Так, вот она реально, вот она после разрыва, она решила пожить для себя. Вот она пошла новой стезей, да, вот у нее новый такой жизненный этап начался после ее разрыва, когда она вот для себя приняла решение, что ей нужен период, чтобы у нее в душе вот все улеглось, перегорелось, да, вот как этот огонь, чтобы вот погасли чувства к прежнему мужчине, чтобы все улеглось в душе. Вот она живет абсолютно какой-то период, она даже не впускает. Возможно, даже сейчас вот она никакого мужчину вообще не впускала в свою жизнь после разрыва своего. Именно вот такая жизнь степенная в свое удовольствие. И предлагали романы, в принципе, но она не захотела. Вот она такая вот добровольная отшельница после разрыва стала. Хотя она вот сама по себе, она довольно чувственная женщина. Она, я вам скажу, ну, она мастерица в таких вот в плотских утехах. Я не могу сказать, что она прям такая вся супервумен, но, в принципе, я думаю, интим с ней будет очень интересный, такой зажигательный, да, и, ну, разнообразный, что очень немаловажно, потому что, как вы знаете, даже из своего опыта, ну, многие женщины очень любят позу бревна, да. Напишите в комментариях, есть ли у вас такой опыт или нет. Я никого не хочу обидеть, но это всего лишь констатация факта, и вы это прекрасно знаете, да, потому что, ну вот почему-то так принято, мужчины жалуются, что нет опытных хороших женщин, да, вот бревно лежит и все, вот, спящая красавица. Сейчас по этому поводу, знаете, вот шутку даже вспомнила, как, знаете, приходит муж домой, жена спит, а на столе лежит записка. И в записке написано: «Будешь чпокать, не буди». Ну, вот такого плана женщины у многих почему-то попадаются. Еще раз говорю, никого не хочу обидеть. Это дела житейские, да, у всех разные темпераменты, у всех разные проблемы, да. То есть, кстати, женщины тоже жалуются, что мужчины и то не так делают, и то не так делают. У каждого свои претензии. Просто люди не умеют между собой садиться и разговаривать. И это касательно как житейских каких-то проблем, точно так и интимной сферы. Итак, давайте разбираться, что же эта дама задумала, почему же она вас хочет соблазнить, да? Это коварная соблазнительница. Смотрите, вы с этой женщиной пересечетесь. Вы пересечетесь где-то, может, даже уже пересекались, опять же, помним про общий расклад. Это был какой-то, ну, может быть, я не знаю, там, праздник, какие-то посиделки, там, тусовки, как угодно называйте. Там, где несколько, ну, много людей было. Эта женщина, которая, казалось бы, да, вот она поставила крест на личной жизни, решила пожить для себя, но вот когда она с вами пересеклась, а вы уже с ней пересекались, вот что-то у нее доёкнуло к вам. Вот именно, знаете, на таком инстинктивном, на подсознательном каком-то уровне, именно как к мужчине. Вы в тот момент, когда вот вы с ней, ну так, в компании, либо где контактировали, ну, понятно, контактировали в каком плане, там, ну, может быть, поговорили, пообщались, да, вот именно в таком плане. Вы были довольно сдержаны в тот момент. Она заметила, что вы были, ну, не очень, что ли, в настроении, да, вот эта ваша вот грустинка, она все-таки, ну, она видна. Это то, что я говорю, что все женщины видят и чувствуют и настроение мужчин, и их открытость к новым отношениям. Она это увидела, она это почувствовала. Вот с одной стороны у нее ёкнуло, да, вы ей понравились как мужчина, у нее притягательность, даже это может быть страсть к вам. Вот знаете, такой позыв какой-то подсознательный, вот именно как к партнеру, да, вот к любовнику. Но вот она увидела, она прочувствовала вашу холодность какую-то, вашу грустинку в глазах. И она не решилась, вот именно страх ее сдержал как-то больше активничать. Она сдержалась, но вот она вас не забыла.
Вы будете еще с ней общаться, вы будете пересекаться с ней. Еще раз повторяю, да, вот поэтому подумайте. Это женщина, которая, я повторяю, в разводе, она моложе вас. Это женщина, знаете, у нее может быть даже выражение лица, либо же поведение с какой-то, ну, с долей наивности. Вот таких людей обычно, ну, видно их, ну, видно, вот какие-то такие, ну, детские поведенческие такие черты. Она такая очень открытая, в принципе, в общении, с ней интересно. Поэтому вот проанализируйте, с кем вы в компаниях где-то, да, может быть, какие-то дни рождения, посиделки были, с кем вы общались. Вот эта женщина, ну, затаила такую вот симпатию, такую даже, ну, это не похоть, да, это, конечно, так не очень красиво, но это такой вот порыв, да, вот женский такой порыв, именно как женщины к мужчине. Это не всплеск чувств, это не безумная какая-то любовь, это скорее страсть. Вот это страсть. Давайте-ка посмотрим все-таки, соблазнит она вас или нет. Я думаю, всем будет интересно, да, вот что же будет дальше. Заметите вы ее или нет, да, вот кто кого соблазнит, не соблазнит, что же будет дальше. Вот знаете, все-таки она будет больше проявляться, но опять же, она выждет какой-то период, она побаивается, вот еще раз говорю, да, вот страх, она вот именно вот в интимной сфере, вот она женщина огонь, вот огонь, по-другому я ее не могу назвать. Она будет думать, каким образом можно к вам подкатить, потому что вот эта ваша сдержанность, вот эта вот грустинка в глазах, вот очень сильно женщин останавливает. Я вам скажу, она останавливает не только ее. Многие женщины, ну, боятся, вот боятся подойти, даже если мужчина нравится. Даже не то, чтобы подойти, они боятся даже улыбнуться. Вот бывает, знаете, мужчина нравится, одна женщина будет тебе и подмигивать, и улыбаться, там, ну, то есть вот эти все знаки, маячки будет вам посылать. Другие же женщины, они, ну, побаиваются. Тем более, что она видит вашу такую сдержанность. И она вот будет продумывать, ну, каким образом, на какой козе к вам подъехать. Она будет вот, ну, чуть ли не просчитывать, да, потому что вот тяга у нее реально к вам большая. У нее нет больше мужчин, можете не переживать. Она ни с кем не спит. Вот именно к вам у нее ёкнуло, и она очень так задумалась, что как бы вас вот именно соблазнить, вот именно вот страсть к вам вспыхнула. Поэтому смотрите, вспоминайте, анализируйте, что это за женщина, где вы пересекались. Давайте-ка все-таки посмотрим, может ли у вас быть с ней роман или нет. Так. Смотрите, я вам скажу, что помимо того, что на роман вы не очень-то настроены, несмотря на то, какая бы она там раскрасавица ни была, да, вот распрекрасная, вот на роман вы не настроены. Да, некоторые из вас могут воспользоваться каким-то сиюминутным таким рвением, но в принципе я склоняюсь, что вот скорее нет. Вот скорее вы, даже если вот она проявится к вам, да, вы как-то культурно ее отошьете, потому что роман это не ваше. Вот роман это абсолютно не для вас. Помимо того, что у вас настроение такое, ну не особо зажигательное сейчас, да, и какой-то период еще будет такой. Плюс еще я говорю, что, ну, роман это не ваше. Вот есть мужчины, которые, да, любят романить, это нормально. Поэтому есть такой вариант, да, возможность, если вы захотите. Но я больше склоняюсь, да, что вот большинство из вас все-таки культурно отошьют ее. Вот культурно. Будете, вы знаете, вот вы будете с ней общаться, но скорее вот как по-дружески. Вы можете ее оставить вот в друзьях. Хотя, конечно, я не верю в женскую и мужскую дружбу. Знаете, как говорят,
что мужчина-друзья – это либо бывшие, либо настоящие, либо будущее. По-другому никак. Все равно у кого-то из партнеров есть сексуальный подтекст. Вот что бы вы ни говорили, ну, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Вот заметьте, даже мужчина не будет дружить с женщиной-крокодилом. Ну, правда ведь? Напишите, что вы думаете. Но не бывает. Я понимаю, вы сейчас можете написать мне, что вот я дружу, но все равно вас что-то влечет в женщине. Либо фигура, да, либо же вот она вам как женщина симпатична. Вот. Но это такой, знаете, подсознательный такой сексуальный подтекст какой-то есть всегда. Хотя бы у одного в паре есть надежда на то, что вот случится между нами. Поэтому смотрите, в принципе, здесь может быть роман. Но я склоняюсь, что все-таки вы его не захотите, потому что вам нужны серьезные отношения, но пока, к сожалению, вы на них не настроены. Вот потому вы ее можете и отшить, потому что вам нужны серьезные отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!